Что такое стендов 2? Стендов на русский язык переводится как противостояние. Одна команда противостоит другой. И логично подумать, что главная задача проекта стендов 2 — это противостояние, дух соперничества, желание победить и стать лучшим. Это присуще большинству игроков нашей игры. И мы хотим развивать этот дух соперничества, желание побеждать, быть лучшим. Главная цель проекта — это дать возможность проявить себя, стать лучшим. На самом деле игре всего лишь 6 лет, а ее количество турниров уже очень сильно впечатляет в этом году. Естественно, это мажор, самый крупный турнир, который у нас имеется. Очень сильно радует то, что количество турниров становится все больше и больше. Вот. Я считаю, что это многообещающий проект. Раньше плохо думал, а сейчас игра уже как бы развивается, и не так, чтобы невыносимо играть. То есть реально игра хорошо развилась, приятно играть, не стыдно за игру. Сейчас даже, заходишь, там, по 14 часов спокойно можно играть, потому что кайфуешь. И я, конечно, слегка удивился, когда увидел, что происходит в группе «Б». Да, это жестко. Это будет мясо, лютейшее мясо. Но, честно говоря, у нас от сезона к сезону постоянно группа Б — это какая-то группа смерти. Каждый раз мы смотрим на группы, и в группе Б там Saints, Horizon и Pepis. И вот как-то им везет жеребьевка, что они постоянно попадают в одну группу. На мажоре нет слабых команд. Все готовят пиковую свою форму, потому что это последний турнир для iPad. Значимый прям в этом году. Группы, можно сказать, одинаковые, что первая, что вторая группа. Мне кажется, это один из лучших вариантов, которых мог быть. Нету гигантов Saints и Horizon. Нет, это не страх, а просто, скорее, не то время. Нельзя быть довольным и недовольным, потому что все команды, которые присутствуют на мажоре, они сильные. Вот. Но у нас группа действительно очень сложная, достаточно попалась. У нас в группе Horizon, одни из главных фаворитов в целом турнира, двукратные победители мажора. Приехал на мажор, чтобы показать хороший результат. Занять хотя бы 5-е место. Естественно, победу. Чтобы победить, конечно. Выиграть мажор. Как у всех, наверное, просто победить. Выиграть 3-й раз. И, разумеется, выйти в гранд-финал и выиграть его. Несмотря на то, что основное количество команд у нас из СНГ аудитории, много внимания было приковано еще и к бразильцам, так как они единственная команда, кто приехали издалека и кто является лучшими, но в своем регионе, в Бразилии. Потому что наши команды сыграли вместе уже очень много. Они уже все притерлись друг к другу, привыкли, знают, кто и как играет. А вот бразильцы — это нечто новое, нечто интересное. Интересное не только для проигроков, но и для обычного зрителя, потому что зритель тоже особо не понимает, кто это, кто эти игроки, откуда они приехали, каковы их цели. Они знают ребят наших, из нашей аудитории, но вот бразильцы — это нечто новое. И они приехали сюда, чтобы показать наилучший результат, чем на прошлом мейджоре. Well, we came to major the last major in Kazan, and then it was our first try, like in LAN or like playing against the Russian teams. Но в первом матче началось все довольно печально. На первой карте проиграли с большим отрывом, 10-1. Там вообще шансов было немного. А вот на второй начали довольно неплохо. Вели 3-0, но тут Inverness решает перевернуть ход игры. Опорника на планте нет, почему-то у Инка Гейминг хороший молик летит, получается, в пристройку. Inverness будет все это дело защищать в пиксель. Где выход? Где выход? Инка, пожалуйста. Гранаты готовят. Вот сейчас гранаты. Окей, хорошо. Что? Как это возможно? Что он сделал? После этого момента команда Инка проиграла 8 раундов подряд и с треском провалила вторую карту. Такое выступление показало всем, включая игроков и наш комьюнити, что ожидания не оправдались. Команда Инка приехала, проиграла команде NCS 2-0, проиграла команде RGG 2-0 и проиграла команде Force тоже 2-0. Они вылетели из турнира, так и не выиграв ни одной карты. Это 1 versus 2, Фрост, последний оплот надежд бразильской команды, должен здесь тащить, но его закинут хаешкой и молотов, и это победа коллектива Форс. These days, I think the day one was the harder one. Like, we were really nervous. We couldn't play the game that we are usually playing,
And second day, we were more confident, and we came here to win. Like, we played well. Well, the last match, we were winning. We were playing well, but at one time, I think the team just going down, you know, and then we couldn't finish the match. Ребята из Инка не самые сильные, но для меня лично это самая лучшая команда в том плане, что они очень такие приятные, очень светлые люди, и мне, например, было обидно за них. Я за них болел все эти дни и хотел, чтобы они выиграли хотя бы одну игру. Как будто бы уже все не те. РГГ? Нет. Но как будто бы даже РГГ, блин, заряженнее намного выглядит, чем ХЗН или НЦС. Фарзы? Нет. Да я не знаю, кто кроме нас должен забирать этот турнир. Мы, конечно, все усилия приложим, я не буду ничего загадывать, но постараемся показать лучшую игру от игроков. Но мы прям заряжены. Сейн сюда приехали подготовленными. У них явно была мотивация и командный дух, что является самым главным, так как у остальных команд этого не было. Остальные команды, независимо от того, выиграли они или проиграли, они всегда были по одному. А вот Saints были одним целым, одной командой. И в первый же день у них был матч против команды Horizon. Принципиальный соперник. На первой карте все было максимально сложно. Невероятные качели, но все решалось лишь в одном раунде. Возьми подъем. Все. Все чисто. Я сайт на шифте вышел, стой, нычку чекнул, кон возьмите. Надо вообще прошифтиться к ним. Фу. Все, просто Б чисто. Тихо. Инви спина может быть, инви спина. Он чекай, Я взял. А, не будет? Не пикайся, Тём, аккуратней. Я дал Отойти. Все, дайте сыграть, парни. Дали сыграть. Я флеш давать буду, 9 есть. Я флеш сайт буду давать. Надо дальше. Дал флеш 9. Дал еще одну флеш 9. Только флеш сайт. Спина нету, пацаны. Я заколю. Окей. Я могу КМП обойти. Давай флеш, давай. Дал. Парни. Я фул. Еще убил, 2 сайт. Еще убил. Ну, в последнее, если брать интервал игр, которые мы играли, то мы вроде бы 5-й или 6-й раз подряд их выиграли. Но матчи постоянно какие-то равные, то есть получаются. Мы где-то просто, возможно, дожимаем, где-то берем какие-то переломные раунды и из-за этого выигрываем. В принципе, равный соперник, которого нужно недооценивать, всегда подходить с серьезностью и максимально к ним готовиться. После этого Saints выиграли первую карту, и на второй же у Horizon просто не хватило запала. После такого поражения они проиграли 10-0. Ну, блин, тяжело, когда у тебя 4 просто террориста бегают, я не знаю, аннигилируют все, что движется. Я даже не вижу просто модельки на карте, я не знаю, по кому стрелять. Saints побеждает 10-0. И вот после этой победы у всех остальных на турнире закрались сомнения. Даже не сомнения, все стали просто понимать, кто на самом деле способен выиграть турнир. У всех было мнение, что Horizon это претендент. У них за плечами уже целых 2 победных мейджора, а тут Saints их в сухую закрывает. Конечно, это всего лишь одна карта, но это уже говорит о многом. Наверное, Saints, потому что по ним видно то, что, это реально заряженные люди, то есть они не только физически выигрывают, то есть не только в игре, так еще и морально дают противников, и они достойны реальной победы.
Была на турнире еще одна команда, от которой все ожидали успешного дебюта – Пепис. В онлайне они показывали довольно хорошие результаты, поэтому и тут, на турнире, все ставили их в 4, а то и в 3 лучше. В самом начале они смогли дать отпор даже команде Horizon. Некро остается в соло, тащит этот раунд. И это будет довольно сложно сделать, но первого оппонента настреливает без проблем. И дефьюзит просто бомбу. Что происходит? Ну-ну-ну, ты даже настреляешь, дружище. Вообще не туда. 4 секунды. 3, 2, 1. Он не задефьюзил. Как? Тем более, если одну и ту же хаешку кидают каждый раунд, ну, ребят, надо анализировать, сказать, мне дают хае. Давайте, просто если у вас какая-то проблема на карте есть, давайте мы ее решим. Что, условно, надо сказать, мне дают хае, или там, меня здесь фокусят. Ну, просто идти в тупую и надеяться, что тебе не кинут, это не очень. Но дальше они растерялись. Проиграли 2-ю карту, не смогли дожать 3-ю, и вот уже 2-1 против команды Horizon. Далее 2-1, но уже против команды Noobs. Казалось бы, тут-то они сильнее должны побеждать. Но это поражение. Кажется, что после таких поражений они не смогли собраться заново, и в матче против команды Saints, как вы понимаете, шансов было немного. Ситуация становится не сложной, просто в критичную превращается. Но Акала по-прежнему стабилен. Лунукс двоих закрывает. Вот и с Кентом все в ваших руках, парни. До конца просто тащить Лунукс. Просто какая-то газонная костюмка, он уничтожает все. Это трипла. Остается разве что только кот на его плечах, на его хрупких плечах. Сейчас последний раунд, который может стать действительно фатальным для команды Пепес. Первый заработал, хорошо, но дальше Джен. Далек. По окончанию групповой стадии мы имеем 2 выбитые команды. Команда Инка и команда Пепис. Обе из них не выиграли ни одного матча в своей группе. Далее, из этих положений в группе мы имеем следующую ситуацию. Команда Saints и команда Rebel Gaming отправляются в верхнюю сетку, а вот Force, Noobs, Horizon и Necessary отправляются в нижнюю. Притом, у команд Saints и RGG есть шанс ошибиться. Если кто-то из них проиграет, то он упадет в нижнюю сетку и будет играть в финале нижней сетки, и потом за выход в гранд-финал. А вот у остальных команд шанса ошибиться нет, потому что если кто-то проигрывает, то он сразу же вылетает с турнира и оканчивает свой путь на мейджоре. Давайте уже к первому матчу потихоньку стягиваться, потому что первый матч игрового сегодняшнего дня плей-оффа — это у нас матч на вылет. Да, это мы с нижней сетки стартуем. И вот они, фарзы слева направо, Венерекс, Апарт, Фронзас, Куинса и Джастис. Во-первых, мы делали буткемп на 1 неделю, и на этом буткемпе полностью поменяли структуру игры. Все начали с нуля, тем более на основном состав. Вот, и абсолютно новая команда у нас сейчас будет играть в этот мажор. И давайте тогда ко второму ростеру сразу же перейдем. Коллектив Noobs, которые вчера играли против Horizon, заключительный матч. Star Fox, Санки, Туси, Котлета и Порцелейн играли вчера против Horizon. Последний матч, очень душный матч получился. 10-7, 10-8, 10-7. Заруба лютейшая там была. Заруба лютейшая была. По сути, выясняли, кто там против кого будет сражаться. И вот Noobs теперь против Форзов получается, да, а Horizon против Necessary. Команды Force и Noobs примерно 2 одинаковые команды. Нет кого-то, кто сильно перевешивает лодку в свою сторону. Но у Форзов есть отличительная особенность. Совсем недавно их подписала организация, и они, наверное, больше заинтересованы в том, чтобы показать наилучший результат. А как это сделать, кроме как выиграть турнир? Парень мотивирован, видно, что хочет опять вернуться. Двойду. Еще сайт двое. Минус 70. Минус 70. Флэш сайт. Да, флэш. А, склад. 30 кп, 30 кп. Второго получится ли? ХП очень мало у Туза. Фронзас фуловый. Еще. Что? Ну ты че вообще алкаш? 30 хп. 60 меня мы снес. Сколько ты нанес? 30. Командная работа в целом, правильно? Поэтому и индивидуалка помогает коллективу, и команда работа хороша в прыжке. Венерекс делает минус, просто на размене. Двоих закрывает красиво, четко и уверенно. И третий туда же отправляется. Хотел сказать я, но пока еще рано. Отправляется. Добейте его кто-нибудь, у него нет шансов выиграть этот раунд. Но он флешку сам себе в лицо кинул, друзья, и это ГГ.
Но все равно Noobs смотрелись как-то более уверенно. Они выиграли без проблем первую карту и могли закончить игру победы уже на второй карте. Могли выигрывать 2-0. Но одна роковая ошибка на счете 8-9 дала продолжение игры в виде третьей карты. На счете 8-9 они атаковали Апленд. На лангу они ослепили сначала сами себя своей же флешкой, из-за этого они не смогли сразу занять нужную позицию и остались без прикрытия на открытой позиции. Это дало время, чтобы команда Force кинула уже свою ответную флешку, от которой они снова были ослеплены. Вследствие этого не смогли зайти в бокс, и Дима Justice убивает обоих. Они могли без проблем выиграть раунд, закончить игру, счет им позволял это сделать. Но одна ошибка, и это третья карта. Из коллектива Noobs пытаются они бомбу поставить, судя по всему, у них получится это сделать. Напоминаю, что раунд на победу. И сейчас у Noobsов начались уже не только мап, но и матчпоинты. Ну а форзам, конечно, нужно выигрывать сейчас для того, чтобы выходить на третью. 5-5 ситуация. Правее надо, Хаида. Не дайте им залетейкать. Они сейчас посмотрят. Нет, Хаи дропните у кого есть. Нету Хае. Бомба тикает, время работает против коллектива Force. Ну что-то надо делать. Апарт. Туз близко у него, нужно убивать. Сейчас оппонента. Лоу ХП. 87. Дефай. Мясо и камни, мясо, камни. Не дефай. Получается, на Фоксе с Тузом. Фулл блайнд делают 2 фрага, моментальный размен. 2-2 ситуация. Закрывает еще и Туза. И все, погибли все игроки команды Noobs, друзья. Это третья карта для форсов. Не расставьтесь, парни, все равно. Если что, берем паузу. Да, пауза это важно. Все правильно. Минута. Слушаем колы, помогаем капитану, все будет хорошо. Если есть какая-то ошибка, даже критическая, никого не бьем. Сидим спокойно, доигрываем, потом шестаги сразу. Давайте, ребят, друг за друга все вместе. Кто вы? Туз ставит точку, закрывает Квинси и Апарт соло. 1-2. Очень сложная ситуация для него, но ПХП действительно очень-очень несолидный запас у ребят из Noobs. Они моликом откидывают себе за спину, Апарт рискует очень сильно, но тут он не прочитает. Дима, ну хватит. Просто сядь на жопу. Парни, или сейчас, или никогда. Давайте, собрались. Все, давайте, парни. 4 в ряд берем и все. Давайте сделаем это. Несмотря на желание Force победить, этого все равно не хватило. Не хватило буквально пары раундов. Это поражение и вылет с мейджора. Дим, играй первый. Между чисто. Фоловый. Апы. Один курятник. В кон ушел. Времени нет. Я отдохну. Дефать просто. За 2 недели до старта турнира Force провели буткемп. Они стали уже не просто командой, они стали частью организации. Они скреплены контрактами. У остальных игроков такого нет. Но несмотря на это, все равно чувствовалось, что у них есть какая-то недосказанность. Какая-то невысказанная претензия друг к другу, которую ребята в себе продолжают таить. Если что-то не получается, они начинают смеяться, высмеивать своих тиммейтов, либо же вместо поддержки начиналась какая-то ненужная агрессия. Возможно, что именно это и стало причиной их поражения. Сегодня иду, на арену захожу, проходят RGG, все кроме Саши Скилла. Со всеми здороваюсь, там, поздравляю их. Я вообще офигел то, что они выиграли НЦС. Потом идет Саша Скилл, Санечек. Проходит, вообще просто голову поднял, козырный, туз. И все, и просто проходит. Даже ни привет, ни пока, ничего, ни руки. И просто прошел такой важный. Поэтому завтра я запомнил этот момент. И мы долго искали ту команду, которая реально может стать чемпионами, которая будет вот прямо вот, не знаю, душой нашей. Мы это очень-очень ждали, искали и вот нашли. Я верю, я знаю, я чувствую, мы будем что на этой сцене. Да, что это турнир наш. Ребята, давайте сейчас покажем. И я хочу, чтобы вы все на максимум сейчас выложитесь.
просили флешки друг друга, опять же, играли попарно вместе. И не бойтесь пикать. Saints — это не та команда, против которой надо бояться играть. Мы сейчас все вместе выйдем и заодно покажем им, как нужно играть и как нужно выигрывать эти игры. Поехали, ребята! Погнали, парни! Давайте, Андрюха, Кир, заряжай на Погнали, парни! Услышали! Ну не слышите, что они орут, да? Кого они там? Клоуны. Они в это даже не верят, блядь. Там один скилл что-то орёт. Да, даже смешно стало как-то. Saints были настолько сильны и уверены в себе, что на счете 6-0 во время тактической паузы от команды РГГ они просто встали со своих мест и начали развлекаться. 9 лучшая карта у Saints, пожалуйста. Парни действительно доказывают это. Да, джентльмен пошел. Эй, у нас игра вообще-то. Алло, команда... Шутки шутками, но они были очень близки к штрафу. И дело не только в этом моменте, но в целом в их поведении. Они использовали много брани, ругательств и нелестно отзывались о противниках. Такое поведение мы не приемлем, и в следующий раз просто предупреждением обойтись не удастся. Но надеемся, что такого больше не повторится. Пикайте, вот просто пикайте. Для команды КТ это большая проблема, там остался скилл и Флаффи у нас уже дефуть. Дефнул, справа! Будет пачку, да ладно, это может быть выигранная пистолетка Лунас. Конечно же, у нас убивает скилла, и ты посмотри, Флаффи! Нормально. Все молодцы. Все молодцы. Послушайте, сейчас не расстраивайтесь. Сейчас наша карта. Мы ее просто. Вы помните, как вы праки играли? Просто всех выносили 10-0. Сейчас выиграют так же. Вы готовы? Конечно. Конечно. Когда не готовы, пацаны? Вы прошли какой большой путь. Вы такие молодцы. Я просто реально горжусь с вами. Без разницы, какие у нас игры еще предстоят. Главное, что мы вместе справимся с этим и всем. Понятно? Да. Не слушайте никого и верьте в себя. Сейчас нужна поддержка максимальная. На дюне я просто буду вот full фокус вам говорить. У РГГ было очень великое и большое желание победить в этом матче. Но на второй карте они не смогли показать ничего. Они проиграли и упали в нижнюю сетку, а вот Saints отправляются прямиком в гранд-финал. Обе команды попали в финальный день, и им осталось дождаться лишь третью команду. Дождаться ожидаемого фаворита в виде Horizon. Horizon без особых трудностей расправились с командой Noobs и вышли в финал нижней сетки. Saints будут просто ожидать соперника, а вот РГГ и Horizon нужно будет сыграть друг с другом за слот в гранд-финале. Half a Zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, 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 like a light. Yeah, past the doors of Sally sending texts. Что ты ощущаешь сейчас? Настрой боевой, хорошо, чтобы побольше поиграли, потому что были ошибки в начале турнира. Сейчас, думаю, мы исправили, готовы показывать хорошую игру. Слушай, что-то все говорят, что Horizon-то фавориты. Пусть говорят, сегодня увидим. РГГ уже очень давно не были на лан-турнирах, а тем более в их финалах. Им просто необходим этот турнир. Необходимо выиграть всего одну игру, чтобы выйти в гранд-финал. Выиграть Horizon. Но тут важно учитывать составы. Если у Horizon состав индивидуально сильнейших игроков в мире, то вот РГГ таким похвастаться не могли. Они всегда отличались тактической составляющей. Они отличались умением играть в командную игру, нежели в индивидуальную. Но у нас на протяжении, получается, почти месяца мы ни разу не отдыхали. Нет, был один день только, когда у нас был отдых. Но так у нас почти каждый день было с 4-5 там, до 11. Да, это, наверное, первый мажор, который не самый предсказуемый лично для меня. То есть, поэтому у всех есть шансы, у всех они равны. Но пока что, наверное, прям фавориты это СН, РГГ, ну и мы, наверное. Всем привет, друзья! Ну что ж, действительно, совсем скоро начнется Best of 3, первое противостояние на сегодня, а прокомментирую его я, Траблокс, и мой замечательный коллега Серфуга.
Несмотря на то, что это мажор, несмотря на весь его антураж, и несмотря на поддержку зрителей, на второй карте команда РГГ не смогла показать ничего. Собственно, то же самое, что и на первой. Лайтинг или Шорс? Кто кого? Шорс откидывает хаешку. Не попадает. Молик еще накидывается на пачку. И... Ну как же? Некоторые игроки из их команды уже на половине второй карты не знали, что делать, и катались какими-то потерянными. Кажется, что команда РГГ не смогла справиться с тем давлением, которое на них выпало. Они занимают почетное 3-е место. Ребят, шаг назад все сделайте, пожалуйста, шаг назад. Ну, РГГ улетели парни. Но я думаю, в любом случае мы с Horizon будем играть, это будет реванш финала мажора. И, ну, ребят, извините меня, во второй раз уже не получится. Уже, ну, ничего не выйдет просто. Мы уничтожим любого. Сейнс просто очень уверены в себе. Но я думаю, все-таки Xayz доставит нам проблем тем, что он засейвит свой КД. В каких-то моментах может очень плохую шутку сыграть. Horizon уже целых 3 раза выходили в гранд-финал менеджера. И 2 раза им удавалось там победить. Но сегодня, в этом финале, кажется, все будет не так однозначно. Ситуацию еще усложняет тот факт, что это последний турнир на планшетах. Победа сегодня, победа в этом турнире означает закрепить свое первенство среди всех остальных команд. А значит, все будут считать вас лучшими. И, естественно, такое положение дел давит абсолютно любую команду. И мы не допустим второй раз подряд такую ошибку в финале. Так что ждите нас! Let's go! Saints is really strong, and I think they will win. Saints. Ну, финал будет либо 3-0, либо 3-1. Что должно помочь вам завтра? Погоды хватит. Тоже по итогу года мы все-таки определились с двумя сильнейшими коллективами. Это Saints и Horizon. И именно они будут выяснять между собой отношения в формате Best of 5. Каждый отдаст всего себя, чтобы выиграть. Сегодня или никогда. Давайте сделаем этот год Saints. Заберем последний мажор. Все будут помнить об этом. Все люди здесь ради нас. Друзья, родители, все на трансляции. 30 тысяч человек. Все пришли, чтобы болеть за нас. Все переживают. Давайте докажем, что мы лучше. Они уже сидят. Они готовы. Давайте просто сделаем то, что мы уже начали. Let's go! Мы чемпионы! Кто чемпион? Мы чемпионы! Кто чемпион? Мы чемпионы! Что ты чувствуешь? То, что мы собрали лучшую команду,
И то, что мы сегодня победим, выиграем мейджор. Это наш мейджор, у нас его никто не отнимет. Стандартная позиция. Здесь видно по первым широком и закрывает его. И Джест еще минус Некро и Лайтинг. Остается последний флагшип, друзья. Это финал мейджора. Он борется до последнего, борется как настоящий лев. Но вот сможет ли тащить? Посмотрим сейчас. Очень сложная для него ситуация. Он в этом раунде уже сделал 2 минуса. Хватит ли его на всю команду?